Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! В этом видео я хочу вам показать, как вязать вытянутую петли букле крючком. Итак, приступим к уроку. Для начала набираем петли. Для образца наберем 15 петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот я набрала 15 воздушных петелек. Первый ряд мы должны провязать обычными столбиками без накида. Провязываем полностью ряд столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вязание закручивается, пальчиками придерживаем. 12, 13, 14, последняя 15 петелечка у основания. 15. Вот мы провязали один ряд столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема, как обычно, и поворачиваем вязание. Итак, приступаем к букле. Вытянутые петли делаются вот так. Держим петельку на крючке. Вот у нас рабочая нить. Мы ее заводим так вот большой палец и выводим ее вперед, придерживая вязание. Теперь вяжем обычный столбик без накида в петелечку. А нитка рабочая у нас на пальце, на большом пальце. Вот вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую нить и выводим. Вот у нас получилось 2 петли. Провязываем обычным столбик без накида. И петелечку с пальчика снимаем. Вот одна буклированная петля. Второй раз вводим пальчик в рабочую нить и держим вязание. Вводим крючок в петлю, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Вот у нас 2 петелечки. Старайтесь вводить нитку очень равномерно. То есть просто вот я крепкое натяжение вокруг большого пальца, и тогда у вас все петелечки будут одинаковые. Вводим в третью петлю, захватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Вот у нас 3 петелечки. Вот они такие вот петелечки букле. Следующий. 4. Это оригинальное вязание. Можно применять для шапочек. Я как-то вязала мочалки в подарок какому-нибудь 8 марта, например. Сейчас я покажу вам вариант, где у нас одностороннее будет вязание, то есть петли букле будут только с одной стороны. То есть сейчас мы один ряд вяжем петлями букле, следующий ряд мы будем вязать просто столбики без накида. То есть это вязание будет одностороннее. Также таким способом можно вязать по кругу, например, коврик очень мягкий получится. Конечно, расход пряжи здесь намного увеличивается. Но что-то вот если хотите мягенькое связать, очень даже оригинально получается. Сейчас я уже почти закончила ряд. Просто берем рабочую нить, выводим ее к себе и зажимаем. Зажали и провязываем столбики без накида обычным способом. Последняя 15-я петелька. Так, что тут запуталось у меня? Еще раз. Последняя 15-я петелька. Вот я провязала один ряд вытянутыми петлями букле. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема,
Поворачиваю вязание. С этой стороны у нас получается очень аккуратненько, плотненько. Провязываем столбики без накида. Весь ряд. Столбики без накида. Для того, чтобы закрепить нам вязание, ниточки у нас тогда никуда не будут тянуться. Мне кажется, что такое вязание лучше, вот такой узор, применять только при одностороннем вязании, потому что, ну, двухстороннее, наверное, ни к чему. Можно шапочки для детей такие связать. Когда я училась в школе, я занималась вязанием мягких игрушек, и такое вязание применяла в гриве львенка, когда вязала по кругу головку льва. Гриву вязала такими вытянутыми петлями. Очень красиво получается. Также еще применяла, когда вязали белочку, хвост белки, вязала такими вытянутыми петлями. Вот мы провязали один ряд столбиками без накида. Приступаем к вязанию второго ряда вытянутыми петлями. Захватываем рабочую нить, выводим пальчиком большим вперед и вяжем столбик без накида. Так, еще раз захватываем рабочую нить и выводим. У меня рабочая нить очень плотно обтягивает большой палец, поэтому у меня петелечки получаются очень равномерные. И до конца ряда. Вот так. Рабочую нить. Вы просто сразу можете много захватить, потом просто подтянуть ее ниточку, чтобы она просто обхватывала вам большой пальчик. И снимаем петельку. Надо просто немного потренироваться, потом будет хорошо очень получаться равномерно. Кто-то применяет в таком вязании, например, можно линейку или специальные какие-то шаблоны подкладывать. Мне вот показалось, что палец довольно удобно, быстро, не надо ни с чем мучиться. Я вяжу вот так и делюсь с вами своим опытом. Вот мы заканчиваем второй ряд вытянутые петли букле. Для ребеночка можно жилеточку какую-нибудь такую тепленькую связать, будет очень оригинально. Вот мы провязали 2 ряда вытянутых петель букле. Изнаночная сторона у нас получилась вот такая вот аккуратненькая. Учитесь, дерзайте, у вас все получится. Если вам понравилось мое видео, не забываем ставить пальчики вверх и обязательно подписываемся на мой канал. До новых встреч!